привет из Бамберга, из Германии. Я приехала к Наташе, которая здесь живет. Привет, Наташа. Я здесь уже второй раз, но первый раз я была летом, сейчас я зимой. И здесь очень красиво, все украшено к Рождеству. А сейчас мы пойдем пить кофе в Цукерштюк. Мы заказали вот такой чай с имбирем. Ну, я так понимаю, что это просто вода и имбирь. А также вот такой торт у меня и вот такой торт у Наташи. Наташа, это что за торт? Это такой сырный, творожный торт с ягодками. А у меня с мандаринами. Шоколадный и тоже творожный или это просто крем? Ну, сейчас попробуем. Сейчас мы на рождественском рынке, один из рынков в Бамберге, а вот здесь находится тюрьма. То есть вот эти здания, насколько я поняла, это тюрьма. Мы нашли настоящего кузнеца. Вон как у него много инструментов разных. Но он пока ничего не кует. Видимо, готовится к тому, чтобы что-нибудь сковать. Мы пришли вот в такое красивое место, где открывается вид на Бамберг. И здесь храм, который сейчас в реставрации, да? Из-за проблемы со статикой. Проблемы с чем? Со статичностью здания. Ага. Ну то есть он сейчас не работает, в него нельзя зайти. Да, там обвалился потолок. Понятно. Это Бамберг. Мы сейчас находимся на холме, потому что Бамберг построен в холмистой местности, и люди любят здесь говорить, что он построен на 7 холмах, прямо как Рим. Поэтому Бамберг — это маленький Рим. Но это самое известное, ну, такое самое популярное место, куда приходят люди смотреть на город, да? Или где другие? Есть еще Альтенбург, на ага. Мы тоже были. Мы пришли с Дженни, вот Дженни, мы пришли пить чай в специальное место, которое называется как по-немецки? Да, так. И мы пришли пить чай с печеньем. Нам принесли вот такой чайник со свечкой внизу, который греет чай, и вот такие песочные часы. И нам сказали подождать 6 минут, да? То есть вот сейчас это 3 минуты, и нам нужно подождать и перевернуть, да? И это будет еще 3 минуты. Да. Да, все вместе 6. А также мы заказали вот такое печенье, которое сделано с арахисовым маслом. Peanut butter, да, с арахисовым маслом. А вообще здесь очень красиво. Вот такая горит свечка. Здесь ягодки и листики. Здесь роза живая и живые цветы. Такие красивые свечки. И вообще очень-очень уютно. Вот здесь такой уголок с книгами.
не очень нравится. А мы с Дженни познакомились в каком году? В 16-м? Да. В 16-м году в Петербурге. Дженни была моей студенткой в школе Das Projekt. Вообще это школа немецкого языка, но Дженни там изучала русский язык. Сколько ты была в Петербурге? Сколько месяцев? 7 месяцев, да. И сейчас мы встретились в Бамберге. Это родной город Дженни, и вот она меня привела в такое интересное место. Я обожаю вот такие рынки, где можно купить фрукты, овощи на развес, и они такие яркие и красочные. Я купила мандарин, около килограмма, сейчас буду их есть. И что мне, конечно же, очень нравится, это то, что можно взять бумажный пакет. То есть пластиковый там тоже есть, но можно взять бумажный. Как это круто! Мы пришли на рождественский рынок и сейчас будем пить глинтвейн. Я буду пить безалкогольный глинтвейн. Он называется киндер-пунш, то есть детский пунш. И что мне больше всего нравится, это та идея, которую они придумали с депозитом кружки. То есть ты платишь больше на 2 евро, и когда выпиваешь свой глинтвейн, то ты возвращаешь себе эти 2 евро. У меня глинтвейн для детей, а у Наташи глинтвейн для взрослых. Поэтому у нее вот такая красивая чашка. Ну, у меня тоже красивая, но просто они очень разные. Не только я одна блогер, Наташа тоже блогер, вот она делает фотографии. Огоньки появляются на глазах. Смотришь? Да, смотрю. А, ты еще смотришь как? А по-немецки есть какое-то слово? Прост. Прост? Прост. Dankeschön. Мы с Наташей купили клубнику и банан в шоколаде на палочке. У меня клубника и банан, а у Наташи только клубника была. Она ее уже почти съела. Это очень вкусно. Несмотря на то, что холодно, а это не горячее, но это очень сладко, вкусно, освежающе, да? Потому что фрукты прямо свежие-свежие. И вот там у них в холодильнике видно много-много клубники. Вон там. То есть фрукты на самом деле свежие. Один момент, который мне очень нравится в Германии, вот я сейчас нахожусь конец ноября, начало декабря, завтра 1 декабря, это такая классная традиция адвент-календаря. Да, Наташа? Да. И люди делают либо это сами, либо покупают уже готовые календари, и каждый день открывают и получают подарки. Я вам сейчас покажу 2 варианта, которые сделали Наташа с ее другом, друг другу. Вот это адвент-календарь, который Наташа сделала своему другу. И они вот так вот выглядят. Наташа, расскажи немного, в чем здесь идея? Почему они похожи на посылки? Да, что мой друг получает каждый день посылки от Деда Мороза с маленькими подарочками или с не очень маленькими.
Ага, то здесь адрес написан, здесь есть марки, и, я так понимаю, день, то есть день, это число декабря. Да. В тот день, который он должен получить. Да, все правильно. А вот подарки, которые Наташа получит. Здесь тоже есть номер, то есть число декабря, в которое она открывает этот подарок. Например, первое, где первое? Не видно, но это самый большой, да? А, вот первое. То есть завтра, утром или уже даже ночью, когда наступит 1 декабря сегодня, ночью, через несколько часов, она откроет вот этот подарок. Как ты думаешь, что там? Думаю, шоколад, а ты? А вот не знаю, честно говоря. Я думаю, что это шоколад и это шоколад. Ну, тоже не знаю, да, точно? Ну, вообще, Наташа, твои вот эти подарки, они выглядят очень классно. Прямо как настоящие посылки, даже лучше. Спасибо, Настя. Возьму, думаешь, мне на почту работать? Я думаю, тебя должны просто с руками оторвать. Вот это же какая красота. Белочки. И кто это? Олень? Да. Очень красиво. Наташа, ты молодец. Спасибо, Настя. Это такое противное чувство, я просто помню. Мы с Наташей едим вот такие вкусные, красивые супы, которые сделаны из батата, да, по-русски это батат, сладкого картофеля. Там вот семечки, гранат и сыр, да? Сыр натертый, я думаю. Нет, это вряд ли сыр, потому что это веган. А, ну значит что-то еще. Веганские супы. А мы с Наташей сейчас рисовали. Точнее, рисовала я первый раз, мне кажется, после школы акварельными красками. Я рисовала сначала карандашом. Вот карандаш. А потом красками. Вот так вот получилось. Там у нас так бананчики красиво в кофемашине лежат. Значит, ситуация такая. Наташа и я, больше Наташа, затеяли печь пирог, который называется, я не помню как. Липкухен. Липкухен? А что это значит? Значит. А кухен это пирог? Вообще липкухен это как бы типа такой пряник, но это как бы липкухен-кухен. Угу. В общем, пирог. Вот так. Это будет прощальный пирог. Перед моим отъездом. А уезжать, кстати, не хочется. И что еще? А сколько яиц? 4 яйца. А сколько муки? А что это, Наташа? Глазурь? Прямо готовая глазурь? Ну, в общем, из расчета, что это 250, предлагаю тебе отрезать от него 150. 150 грамм. Хорошо. Одного цвета почти. Вот наш пирог готов. А еще я сейчас подписываю открытки тем, кто выиграл их в моем Инстаграм конкурсе. Сейчас уже ночь, но мы будем есть вот этот вот торт. Да, он уже холодный, кстати.